Друзья, всем привет, на связи Смарт. Итак, сегодня мы поговорим о доме по улице гвардейца Широницы, 121. Этот дом также пострадал от прилетов на Северной Салтовке, как и остальные дома на Северной Салтовке 3. В этом сюжете вы увидите жильцов, которые живут в этом доме. Некоторые квартиры сгорели, в некоторых подъездах просто рухнули проемы лестничной площадки. Этот дом находится в аварийном состоянии. Все это и многое другое вы увидите в этом сюжете. Так что хотелось бы вас попросить поставить палец вверх под этим видео, подписаться на наш канал, сделать максимальный репост. Ведь огласка — это то, что нужно жителям Северной Салтовки, чтобы о их проблеме знали люди. Так что ставьте чай или кофе и погнали. Мы, жители 121 дома по улице гвардейцев Широнинцев, очень просим, чтобы наконец-то наш дом начали хоть каким-то образом ремонтировать, потому что уже устали год, непонятно где жить. Я Соколова Раиса Ивановна, пенсионерка, 81 год. У меня квартира вся залита была водой, пропали вещи, пропало все, стены, потолки, все. Я обратилась за помощью к мэру города, он мне отказал, сказал, что только кто погорел. Почему? Мне жить негде, я на улице, мне невозможно. Пусть приедут, посмотрят мою квартиру. Можно ли человеку живому жить в такой квартире, которая затоплена, все пропало, все валится, стены валятся, потолок, полы все вздыбили, все в дыбом. Выношу мусор, уже невозможно просто, жить негде. Пожалуйста, прошу создать комиссию, посмотреть мою квартиру. А то на бумажке не видно, что я писала, что она непригодна для жилья. Тихо. Вот я делаю, я сама снимаю все это. Все снимаю, смотрите, кругом все. Здесь я не могу залезть, даже не в туалет, не на кнопку. Вот все. Это я уже разбита, вот это я работаю. Вот это здесь не могу, не открывается ничего у меня. Вот стекло, видите, насквозь туда. Я уже подперла вот этим, вот это все я так, вот это. Я плиту тут уже выбрала вчера, вот так вот осталось у меня. Выбираю все. Буду до этого. Мне тяжело, очень даже, 81 год. Я включите свет везде. Сейчас и тут. Давайте. Ага. Вот они. Мне говорит, не трогайте, делайте. Вот это полы у меня. Да вот там подперто окно. Выйти на этот уровень, чтобы подстраивать. И обдирается вот эта плитка. То есть это прямо с этими штукатуркой все. Она же видите как? Вот это все сыпется. Вот это. И я когда собираю веником, все это делаю. Сама. Я уже устала. Вот это, бачите? И вот это снимать надо. Это вредно. И вот это грибок идет, видите? Грибок. И на кухне грибок. Вот они. И у меня вот эти все обои, и вместе с штукатуркой, как я могу теперь сделать? Вот это все берешь, и вот так оно сыпется все. Сыпется все. Это же ужасы. Меня же с 9-го подъезда не затопили. Это я все делаю одна. Попросила помощи. У меня пенсия 4000 там с лишнего. И вот еще. Вчера я делала здесь. Идите сюда, где здесь вот. Вот я вчера делала. Снимаю все, потому что вот это, видите, уже грибок идет. Это я вчера сняла, только грибок уже идет. Идет, видите, кверху идет грибок. Вот это я тут живу. Вот я вчера все грибу сама. Вот это все. И плитка, вот сейчас я вам покажу. Даже не руками можно, а она настолько промокла, все вот ногами все делает. То что руки болят. Вот, все так вот беру, вот, все делаю. Покажите, могу ли я жить?
Вот так. И вот это все. Вот это все. И он говорит, что не положено. Вот, пожалуйста. А и это снимать надо. Оно нельзя его держать. Оно же это самое, держалась вот эта плитка. Эта плитка держалась. И это я буду снимать все. Не руками уже. Руки болят. Я вчера тут столько сняла, это все сняла вчера. 81 год, я уже падаю. Не только что я падаю. Вот от того, что у меня... Да. И вот это все грибок. И вот это съел грибок у меня все. Мы все очень хотим вернуться домой. Второй год мы живем на съемном жилье. Вся зарплата уходит только на аренду чужой квартиры, чтобы как-то выжить. Мы готовы как-то в ремонте поучаствовать уже в своих квартирах, если нам сделают доступ к квартирам. Поэтому мы очень просим городские власти обратить внимание на наш дом, восстановить лестничные марши и остальное сделать ремонт, чтобы хотя бы был доступ к жизни. А дальше потихоньку будем восстанавливать. 40% жителей нашего дома, нашего подъезда лично 9-го, готовы вернуться домой хоть завтра, как только будут лестницы у нас сделаны. Да. Следующий. Кто готов? С вашего дома. Пожалуйста. Я жительница 7-го подъезда. У нас разбитая арка, все сгорело, разрушена комната одна, все погорело. Что не погорело, то все сгнило от того, что было все затоплено. Я пенсионерка, я хочу домой, мне уже устала уже скитаться по квартирам. Пенсия небольшая, платится все время арендное жилье. Я хочу домой, как и все. Хочу, чтобы моя семья была дома. Третья. 256-я квартира. Одна комната сгорела у меня, и все, что было в Я комнате, волнуюсь, сгорело. и поэтому не скажу. Стекла все Я вылетели. скажу обязательно. Окна Это меня никто не задавали. вставляет, хотя 127-й вставляют и 125-й, а нас почему-то мимо проходят. Вот. И я с марта месяца тут и под обстрелом была, и в детском саду, и везде. И скитаюсь, где придется. И прошу местные наши власти, чтобы обратили на наш дом внимание и Вы уже помогли нам говорили? как-то выжить в это трудное время. 121 дом, 6-й подъезд, 196-я квартира. Квартира не только разрушена, уничтожена полностью. Жить Нет невозможно. ни мебели, ни бытовой техники. Все сгорело. Сгорело все полностью. Потолка нету, стен нету, ничего нету. Уже и телевидение нас снимало эту квартиру. Ну, у нас там 3-й, 4-й и 5-й этаж, самые пострадалые такие вот. Так же, как в 6-м подъезде, вот эти вот параллельные нашим квартирам. Куда не обращались, только собирайте документы. Акт обследования дома, акт обследования квартиры, акт ДСНС. Все есть, но родственники не там. Недавно звонил в горячую линию, обращайтесь в ЦНАП. В ЦНАП обратились, они говорят, у вас есть в ДИИ, вы зарегистрированы? Зарегистрированы. Мы такая же ДИИ, обращайтесь на горячую линию. Я говорю, вы футбольный мячик, что ли? Да. Спрашиваю на горячей линии, они говорят, извините, та ДИИ, которая была, база уничтожена, Кто следующий? повторно делайте. СНАПа, куда еще опять? Живем на съемной квартире, сколько это будет. Пенсионеры. Мы понимаем, что идет война, что есть и хуже, есть и погибшие люди, но Ну, просто хоть что-то, хотя бы какой-то результат. Но ничего нету, никакого акта. Ни телевидения, ни писали, вообще ничего. Ну хотя бы будешь что-то говорить? сказали определенно. приезжали, комиссия добросовестно все осмотрела, сфотографировала, замерили все щели, сказали, все, мы восстановим, ждите. Ну, наверное, у нас крыша не протекает, но у нас вот с 1 по 5 этаж там надо разбираться, потому что лестницы вылетали вместе с кусками от стен. Но на самом деле, оказывается, сделать лестницу это не настолько сложно и не настолько дорого. Просто что пока не будет доступ в квартиру, мы же не понимаем, может там на чердаке что-то, мы же не специалисты, что то, что мы залезем, от нас толку никакого не будет. А никто лазить не хочет, потому что это не так просто все туда попадать. Поэтому мы просим, сделайте нам лестницу, и мы вернемся и будем уже смотреть тогда дальше, что делать. Но так же тоже нельзя. Не такой у нас там прямо кошмар. Ну, как я считаю, если брать диарка, допустим, в подъезде.
на оплату, а хотя бы пришла комиссия, посмотрела, можно ли жить в таких квартирах. Даже ночевать и сидеть невозможно. С потолка падает, со стен падает на тебя, на полу тоже все поднялось. Невозможно ходить, эти паркеты всякие. Да. Как можно жить человеку и присылать их, и говорить, и стращать, чтобы что платите, платите. За что платить, если жить невозможно? Игорь Александрович, и просим его, мы за него голосовали, мы его выбирали. Теперь мы живем в таких нуждах, мы таких живем в болезненных состояниях, мы все люди больные. У нас в подъезде, в 4-м, слава богу, он отозвался, сделали канализацию. Сделали, если бы я его не поймала вот здесь, эта канализация до сих пор бы не была сделана, потому что вонь была в подъезде, все сливалось на первый этаж. Никто ничего не делал, в ЖЭКе никто ничего не знает, какие подрядчики приходят, кто что у нас делает. Никто ничего не хочет делать. Я прошу его, и пусть он нас услышит, наш дом, наш район. Мы пострадали действительно, мы теперь брошенные, мы находимся в таком состоянии, что мы не знаем, как нам дальше жить, где нам находиться, мы хотим жить в своих домах. У нас на сегодняшний день запустили отопление в 5-м подъезде, залило почему-то 4-й, 2 раза потоп был, 3 раза. Хорошо, что была с 9-го этажа была семья дома, в это время они приезжали, смотрели своей квартирой, они собирали эту воду, если бы их не было, был бы потоп до 1-го этажа. И потом никто ничего не знает, опять приехали, вызвали этих слесарей, они ничего не знают, в ЖЭКе никто ничего не знает. И по сей день ничего у нас не делается. На крыше, на чердаке там разбито, я сама на чердак подымалась и смотрела, там пробитые трубы, там ничего не сварено. Краны украли. Никто ничего не делает. Я прошу, я обращаюсь, пусть он нас услышит, пусть он нас услышит нашу боль, потому что мы не знаем, как нам дальше жить. Уже идет зима, а мы опять в таком разбитом состоянии. Что нам делать? Мы просим помощи, мы хотим, чтобы он нас услышал. Находиться в своих домах, но они не могут приехать, потому что нет условий для жизни. И как будет зима, как нам дальше жить, мы просто не знаем. Мы уже больные, мы ночами не спим, у нас уже психика нарушена. Кому кричать, кому обращаться, я не знаю. У нас просто сейчас мародеры лазят по квартирам, те же находят способы, как туда залезть, понимаете, в чем все дело. Там-то ничего уже, может, ценного и нету, но тем не менее, все равно, чего у меня даже, как бы люди стараются, чтобы хоть как-то было это закрыто, чтобы хотя бы не лазили, потому что реально лазят. Собирают все, вилки, ложки, тарелки, все, что можно вынести, все выносят. У нас даже все погорело, и они уже там... Реально, забирают все, что можно. Ну, это что же, там осталось 2 тарелки, тоже жалко. Эти тарелки когда-то... Пусть мэр приедет к нам на Салтовку, встретится с людьми, пусть он с нами поговорит, пусть даже пообщается. Хоть какую-то конкретику, чтобы сказали. Что у нас, хоть, мы услышим его, будем видеть, что он действительно с нами. А так мы брошены, мы живем, мы не знаем, как нам завтра, что завтра делать. Пусть приедет. Игорь Александрович, по-моему, зовут, да? Да, Игорь Александрович. Пожалуйста, приедете к нам на Салтовку, мы вас хотим видеть, хотим с вами пообщаться. К 121-му дому, как минимум. Посмотреть вам глазки, чтобы вы нам глазки посмотрели и сказали, что вы нам конкретно сделаете до зимы. Как нам зиму здесь кочевать? Или опять бешеные деньги платить на съемных квартирах, как мы раньше жили. Год уезжали, жили, снимали жилье. Нам там тоже не мед был, над нами там тоже так издевались, что не доведи Господь. Самая большая просьба, чтобы начали как-то заниматься нашим домом, потому что и Казанжиева, депутату района, звоним, и пока тишина в библиотеке. Нужен капремонт, нужен, но ничего не делается. Уже как-то хочется, чтобы начало что-то делать. Мы просим хотя бы ступеньки сделать, мы уже не просим больше ничего. И то ничего не получается. Итак, после общения с жильцами мы решили отправиться внутрь дома и посмотреть, в каких же условиях живут эти люди. Мы зашли в подъезд, где рухнули лестничные проемы, где люди не могут попасть в свои квартиры. И из-за отсутствия лестничных проемов люди не могут вынести свои вещи, которые уцелели. От взрыва и осколков пострадал фасад дома и стены, но снаружи этого не видно. По нашему мнению, разрушения в этом подъезде очень значительны, и подъезд находится просто в аварийном состоянии. На это срочно нужно обратить внимание, иначе в любой момент может произойти авария.
От взрыва пострадал лифт. Лифт не работает. Хотелось бы обратить внимание, здесь отсутствует около 6 или 7 лестничных проемов. И сложно представить, в какое количество квартир люди не могут попасть домой. Ну тут вмяло. Тут стена вмята вот тут. Да, и у нас на третьем снято, просто не видно. Ну так, сюда, наверное, оно куда-то и влетело. Это что, вот ну и так. Ну да, мы тоже так. Ну вообще, мне кажется, она выше. И мне кажется, выше. Ну там, вот туда. Она летела там, не наверное. сверху, она летела чуть выше. Она где-то Ну и там. наверное. Да, вот там, наверное, залетала. Потому что тут даже решетки, они как были, так и остались. Это еще при нас наварили. Хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на большое количество дыр в стенах и в плитах. Уцелевшие проемы не внушают доверия. Они все потресканные, повсюду трещины. В любой момент они могут рухнуть. Вот в таких реалиях живут люди на Северной Салтовке. А еще хотелось бы заметить, что при входе мы заметили большое количество квитанций. Людям приходят коммунальные счета, хотя здесь невозможно жить. Вот. Ну там очищенная. Здесь ничего не очищено. Там на 6-м этаже лучше. Хотелось бы показать вам кадры этой квартиры. К сожалению, в этом доме есть такие квартиры, которые сгорели полностью. Жильцы этой квартиры потеряли все. От квартиры остались лишь обугленные стены. Ну, самое страшное это так. Арка. Разбитое все. Ну а в соседних квартирах ситуация куда еще хуже. Одна из квартир, несколько этажей, рухнула вниз. Вот лучше. Пожар здесь был около 3 дней. Посмотрите, пожалуйста, насколько сильные повреждения в этом доме. Тут где горело, да, 3 дня? А? Тут там где горело 3 дня, да? А там внизу находятся остатки бетона разрушенных этажей. Вот этим символом. Туда, говорят, будет как-то. Да ё-моё. Да эти ж пугают, ага. Гуля, чего тебе сюда? Иди туда.
тоже наверху нету, да? Ну да. Внутри вот именно наверное. Ну, она упала, говорят, что там до третьего этажа. Да и там прогнуто тоже. А? Так. Это ваша квартира? Нет, это не моя, это моей соседки. Прилет был там, в ту комнату. Немного потолки просели. Все такое. Туалет вообще пипец. В кухню даже не заходили, боимся. И таких сгоревших квартир в этом доме много. Стены попадали. Все выгорело. В этой квартире можно увидеть много трещин на потолке и на несущих стенах. Эта квартира очень долго горела. Это две стенки снесло. Вот это вот стенка была. Ну да, полный. Сумка. Они все потеряли. Ага. А чего вы боитесь? Ну, можно спокойненько. Сколочки вот здесь рваться хоть. Ну да, лайдос. Жесть. На первом этаже. Ну там просто трещины. Такое затопление больше. Ага. Так вот все это есть. Ха. Это ваш ящичек? Да, тут был инструмент такой. Какого военно? Это ящик обувщиков. Ага. О, вам окна, да? Ага, привезли, да, окна, но ставить я не ставлю, потому что, ну, я считаю, рано. Вот это вот А это свежее вам было. волонтеры, да? Или кто? Нет, это городская программа. А что люди туда? Я успела, а вот другие почему-то не успели. Я потеряла. Там кухня. Слушайте. Вот. Пьем. Трещина, она Да. есть на все. Ну да, здесь близко. Вот это сквозная, комиссия сказала. Сказала вроде бы вот это тоже сквозная. Ну, до второго этажа там. Ну, вас заливает, да? Да, в основном ливневка это вот туалет заливает, коридор и тут в основном заливает. А квартиру залило, когда при взрыве повредило отопительную систему, все слилось. Ну, со всех 9 этажей. Ну, понятное дело, да. Слилось ко мне. Вот он, русский мир. Принес. Добро, как говорится. Освободили, блядь. Надеюсь, не порежусь. Я такой человек, пока не порежусь, аккуратным не мы буду. все такие. Вылетели стекла. Балкон. Вот это тоже четырехкомнатная, она тоже вся сгоревшая. Четырехкомнатная и двухкомнатная. Все. Вы не будете туда же приходить, это именно этот.
Куда тут по-другому залететь? Одной? Наверное. Это непонятно. Кажется, снаружи дом все как бы, ну окна, ладно, окна это не сильно проблемное. Ключи подарок еще с телефона. Из телефона ключи. Да хватит. Где я буду вам светить. Тоже далеко не проходит. Ну, не бойтесь, хотя бы здесь просто вот на кухню был прилет, видимо. Хотя бы дальний так вот. Вера, одна комната закрытая. Тут еще старые батареи, у них еще остались. А у нас даже новые погорели. Я вообще их не жалею, не горел. Ну, сюда на Дарку, это тоже на Дарку. Не ходите туда. Это которая на Даркой. Друзья, на этом у меня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Хотелось бы вас попросить поставить палец вверх под этим видео, подписаться на наш YouTube канал, на канал в Инстаграме. Там мы выкладываем информацию, которая не попадает в наши сюжеты. Также хотелось бы попросить у вас поддержки в Инстаграме. Так что до новых встреч, друзья, в следующих видео. Всем пока!